А в D-классе вот многие остаются, потом клиенты начали будки менять, и он как раз вынырнул. Действительно удобно, красиво и классно. Это наличие тонировки, и никто ничего не увидит. Потянете вы на это или нет? Приветствую, ребят, вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет об одном из представителей D-класса, потому что практически весь D-класс уже снят у меня на канале, можете посмотреть, ссылку я оставлю. И сегодня Ford Mondeo 5, который я сам давно хотел снять, потому что D-класс, я в многих своих видео говорил, это самый жесткий класс в плане конкуренции, потому что когда вы в B-C классе, хочется больше комфорта, а в D-классе вот многие остаются, потому что премиальная динамика, достаточный комфорт и уже не такой... Достаточно дорогая машина в обслуживании там примерно, но не такая дорогая в сравнении все равно с бизнес-классом. Ну, про премиум, конечно же, уже помолчу. Ford Mondeo 5. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. Автомобиль был представлен в 2013 году на американском рынке. Он был не Mondeo, а Fusion, но это тот же самый автомобиль по сути. И он появился в такой переломный момент. Если уже уйти в философию, в историю автомобиля, то в 2010 году вышел 508 Peugeot. В 2014 году вышел рестайлинг, устранили недостатки по дизайну, как я говорил на обзоре. В 2012 году вышло третье поколение 6-й Mazda, тоже была на канале. В 2012-2013 уже 50-я Camry, 55-я Camry Resto у нас тоже была на канале. И в 2014 году вышел B8 Passat, тоже был на канале. Все это было на канале, можете сравнить с конкурентами. И он как раз появляется в это время, 13-14 год, когда все конкуренты начали будки менять, и он как раз вынырнул. И эта их внешность, широкая решетка тоже зашла, как у Audi бородатость увеличивается и становится немного острее, у BMW ноздри увеличиваются. Здесь тоже решетка радиатора шире начала расти. И дизайн этот приняли, он зашел, точнее популярен и стал визитной карточкой. Ну и автомобиль, конечно, в сравнении с 4-й Mondeo стал гораздо красивее, на мой взгляд. Ну согласитесь, отличный автомобиль. Аутсайдером в этой категории это Citroёn C5, потому что он был рестовым, но уже устарел. Это все равно с 2007 года он пришел. Помимо красивого дизайна, то что несомненно, автомобиль реально красивый, ну приятно на него смотреть и на него заглядываешься. Это кардинально другой автомобиль. В белом цвете он даже выглядит более так достаточно дорого, солидно, хотя белый цвет один из самых дешевых. В синем цвете хорошо, конечно, смотрится, в черном, ну, черный всем идет. Что не скажешь о 4-м Mondeo, если так, белый 4-й Mondeo, это уже так, ничто. Понятно, что самая дешевая комплектация, самая дешевая машина, не так козырно смотрится, как уже 5-й Mondeo. Но кроме внешних данных, он очень хорошо сопротивляется коррозии. Реально, я не видел уже прям ржавых автомобилей. Наша машина 16 года, 7 лет машине. Есть скольчики по капоту, ну, уже за 200 пробег, но жуки нигде не вылезают, начинают, они крашеные, все красиво на ней, что не скажешь уже о предшественнике 4-й Mondeo в свое время. Все равно эти лучше держатся в плане коррозии, и B8 Passat в том числе, потому что прям ржавых B8 я не видел, и Mondeo 5 тоже. Если, конечно, если ДТП жестко, если там где-то на пороге на днище машина прыгнула, да, там уже будет коррозия, уже будет проблема, понятно. Но если не было ДТП, то таких прям ржавых коричневых я не видел. Да, 6-е Passat и 4-й Mondeo гнили активнее свои годы, в их годы, которые, сколько им сейчас лет. И раз я сравнил уже с Passat, то с Passat их связывает еще и общая конструкция ходовой, потому что спереди Макферсон, а сзади многорычажная подвеска, классическая схема D-класса. Нету многими любимой гидропневмы, как у C5 Citroёn, который многие боятся, хотя если... Ну, самое главное найти грамотного мастера, который вам будет это ее обслуживать. Там тоже нет ничего страшного, я говорил на этом в обзоре. И нет умудренной ходовой, как у 508-го Peugeot. Хотя 508-го Peugeot спереди проще ходовая, чем 407-го. 407-й более замороченный. Был и тот на обзоре. И заднего этого пространственного подрамника 508-й наследовал 407-го. То есть здесь конструкция гораздо проще и понятнее. Сам дизайн
Мне нравится. Мне вот эта вот ниша, пустота, так, ну, конечно же, удобно, без вопросов. Напоминает Volvo. Вот 30-й Volvo был, там что-то похожее у него было, и здесь можно винить в плагиате инженеров, которые разрабатывали этот автомобиль, сперли идеи там и так далее. Сперли, не сперли, но мне нравится, удобно, это действительно удобно, красиво и классно. По дизайну веселее, чем у Passat, да, я хоть люблю VAG, но надо признать, веселее. Camry еще чуть более скучно, чем Passat. 6-я Mazda больше на спорт идет закосом, больше такой спортивного стиля, да. И преимущество 6-й Mazda в дизайне ее салона — это то, что вы себя ощущаете все равно моложе, чем есть на самом деле. Если вам 18 лет, вы кайфуете, что машина под вас, когда вам 30 лет, вы чувствуете себя на 20, на 18, и так пошли, на десятку скидывая. Вы реально себя ощущаете вот больше на спорте, таким молодым, более поджарым, хотя если вы и так молодой, то просто больше запас энергии у вас и азарта в целом. Но 6-я Mazda, безусловно, в этом плане аутсайдер, потому что, как я говорил там на обзоре, стирается все со скоростью света. 100-130 тысяч там, по-моему, было родного пробега. И салон тоже велюровый. И уже такой поношенный. Уже чувствуется, все затерто. Уже, ну, это обижает. Потому что внешняя машина в родной краске. По двигателю никаких вопросов нет. Все классно, все круто. Он прет. Садишься в автомобиль, старый потертый чемодан. Уже такое ощущение. Хотя машине на тот момент было 6 лет. И машина в таком уже плачевном состоянии. Это, конечно же, огорчает. Здесь 225 тысяч километров пробега. По дверным картам, по сиденьям, по подлокотнику ничего не скажешь, только по рулю. Ну и ручка КП, конечно, уже затирается. Рулю, да, уже стирается, это видно. А в остальном без вопросов. Хромовые вставки, все это, конечно, все красиво, круто сделано. По пластику не самый мягкий, ну, немножко мягкости есть на пластике, а так не более того, так скажем. Привычное управление климат-контролем, есть подогрев сидений, мультимедиа, по-моему, если не ошибаюсь, 8 дюймов. Управление круизом, пунктами бортового меню, переключение треков, громкая связь, звук на аудиосистеме, все по классике, все по стандарту, ничего необычного, сверхъестественного. Но, конечно же, дизайн радует, подкупает. Управление парктрониками, 4 спереди, 4 сзади, камера заднего вида, 2 подстаканника. Подлокотник тоже достаточно удобный, 2 USB разъема, розетка на 12 вольт. Ну, конечно, преимущество — это панорамная крыша, куда же без нее. Это круто, это здорово, но чуть меньше места над головой. Но я головой не упираюсь. И более рослому водителю здесь будет удобно. И если уже без громких заявлений, то реально дизайн здесь это лучший. Потому что у Peugeot свой дизайн, но там тоже не особо ничем не выделяется. Единственный плюс у Peugeot, что мне понравился, это реально удобная вещь. Посмотрите, если вам интересно, это экранчик, который дублирует показания скорости. Вот еду, я не смотрю на тахометр, на спидометр. Там коробка автомат, ну, конечно, в городе это более привычно. Если вы не в миллионке живете, то и механика покатит. Особенно в дальнейшем эксплуатация на механике дешевле все равно, чем на автомате. Если вам потом бублик придется менять, промывка, все это удобнее механика. На 7-8-летних автомобилях, ну, уже ровесниках этой машины. И в Peugeot было вот приятно, я еду, смотрю, дублируется скорость, и я смотрю только туда, я не превышаю и не волнуюсь, я более спокойным состоянии двигаюсь. Это, конечно же, преимущество. И это да, это жирный плюс. Но в остальном там свой стиль, ничем не выделяющийся, поэтому Ford в этом отношении победитель. Да, здесь дизайн лучше, на мой взгляд. Давайте спорить в комментах. И смотрите предыдущие обзоры, что было у конкурентов. Хотя у Passat было тоже понтово. Черный глянец, сплошные дефлекторы, эти полоски, тоже красиво смотрится. Но здесь, я считаю, за счет вот этой ниши все же поинтереснее. Сидя за самим собой, мне места хватает. Мой рост 1,76 м. Сел сам за собой, конечно, более рослый водитель. Сиденье отодвинет назад, мне будет менее комфортно, но пространства в салоне хватает. Объемный салон. Как вы успели заметить, это, конечно же, не кожаный салон, велюрка, но я кожу не люблю, но велюрка достаточно мягкая. Спереди была тоже ярко выраженная боковая поддержка. Задний диван тоже очень мягкий и комфортный. По большому счету, что еще нужно?
классический подлокотник. И вот что огорчает, вот в нулевых 2005, 2006, 2007, 2008 годах автомобилей уже были выдвижные здесь подлокотники, здесь какая-то ниша, что-то. И потом уже начали, уже удешевление пошло. Вот B8, да все, вот D-класс, C-класс. Тупо 2 подстаканника в подлокотнике, и больше ничего нет, никаких ниш. Там уже было и здесь ниша там под аптечку, и так можно вещей всяких наложить. Но преимущество, что есть люк для дальномера. Если заморочиться, можно установить холодильник дополнительно. Вот надо заморочиться, но можно сделать. Нет ничего невозможного. Преимущество – это наличие тонировки. И никто ничего не увидит. Место на голову еще есть. Без панорамы на сантиметра 3-4 потолок будет выше. Но это если вы более рослый человек. Водитель, там, пассажир под себя. Ну, конечно, нужно это все саму попробовать. Насчет пространства для ног там тоже мне было удобно. Также и здесь. Вот у Peugeot таким грешило. 508 Peugeot люди жаловались, то, что неудобно более рослым людям, более объемным по габаритам находиться на переднем сиденье. Но, конечно, это нужно самому перепроверять, удобно вам или нет. Многие, конечно, будут интересовать, какой багажник, какой багажник. Ну, багажник тоже классика D-класса, я уже в литрах не запоминал, у кого там на пару литров, даже на 5-10 литров больше, меньше, я уже не запоминал. Запросы многих этот багажник удовлетворит, если нужно больше, есть мини-вены семейные, есть еще спринтера, крафтеры на спарке с длинной базы, там уже точно много чего поместится, либо он Scania стоит, дальномер. Если нужен универсал, больше возить, то, пожалуйста, прямая. Много чего сюда поместится, потому что достаточно, я только сейчас заметил, что у автомобиля боковые стойки они не закругляются, здесь все прямо, обшивка багажника выполнена, ни под углом, ни под наклоном никаким, все прямо ровно сделано, идеально, можно грани сравнивать. И помимо этого, сам проем багажного отсека тоже достаточно прямой, но чуть-чуть скошенность здесь уже есть, вот в этом угле. Но у Passat, у Citroёn, многих других конкурентов в D-классе более закругленной формы. Если вам что-то более габаритное нужно загрузить, а может семейные люди, не знаю, там мебель, хотя есть службы доставки, но неважно. Это мелочь, но важная мелочь, потому что больше пространства, что-то более габаритное вы можете сюда загрузить. Ну и что нас ждет под капотом? Многие думают, наверное, 2-литровый EcoBoost. Нет, здесь 1.5, дизель, 4 цилиндра. По сути дела, это то же самое, что 1.6. У нас 1.5, 120 лошадиных сил при 3600 оборотов, 270 крутящего с 1750 до 2500 оборотов. То есть стандартная полка момента, как у многих 2-литровых дизелей 1.6. Это, по сути, 1.5 это то же самое, что 1.6. Только диаметр поршня уменьшили. 75 было на 1.6, здесь 73,5. 88,3 ход его, соответственно, преимущество в этом. Длинноходная поршневая хорошо будет рвать снизу и брать. Это да, это замечательно, но недостаток того, что здесь 8-клоп. 8-клоп все равно не так хорошо пуляет уже на оборотах, там ближе к 2000, после 2000. Но на низах немного более резкий такой, агрессивный, так скажем, чем 16-клоп. 16-клоп будет немного дохнуть на низах. Алюминиевый блок, но с чугунными гильзами. Ременной привод ГРМ. Что преимущество? Потому что многие на современных автомобилях цепи не меняют. И даже не лезут. Цепь вечная, потом вы покупаете автомобиль с грохотом цепей. Поэтому ременной привод ГРМ сейчас более выгодный и более дешевый в замене. Преимущество то же самое, что было у Peugeot с 1.6 его. Также здесь 1.5. Вот турбина расположена спереди, не за автомобилем, а перед автомобилем. И при самостоятельной замене здесь все можно без проблем на саму дотянуться, посмотреть, даже тупо посмотреть на состояние турбины. Кидает там масло, не кидает, когда вам уже заниматься этим. Преимущество двигателя то, что у него вообще в принципе нет никаких проблем. Таких вот недостатков, недоработок заводских, что проявляется с возрастом пробега. Нет, здесь нет такого. Это очень хороший, надежный двигатель. Конечно, не под свист покрышек стартуя вы будете на нем ездить. Более скромно и комфортно, но надежно, что немаловажно сейчас. И проблема здесь просто обслужить его. Потому что, конечно же, масло качественное, система Common Rail, она не безразлична качеству топлива, которое вы льете. ГРМ вовремя менять, он 100 тысяч ходит примерно ориентировочно. С возрастом, да, какие-то сальники задубеют, прокладки, все это нужно делать. И
В дорогостоящем ремонте вот опора двигателя, одна штука стоит 300 евро примерно оригинал. Поэтому в обслуживании именно автомобиль дорог вам может обойтись, потому что просто нужно рассчитывать, потянете вы на это или нет. А не говоря уже о дорогостоящем ремонте. И такие видео тоже были на канале. Вот просто обслужить, это тоже вылетает в копейку, особенно сейчас. По коробке на 6-ступенчатая механическая коробка передач, потому что 150-160 тысяч это зона риска. А здесь уже сцепление заменено, маховик заменен. То есть уже вы не попадаете в такую зону риска и такие дорогостоящие ремонты, потому что маховик стоит уже сейчас нормальное такое состояние. И комплект сцепления в том числе. Здесь 6-ступенчатая механическая коробка передач. Желательно масло в ней поменять, что я бы и сделал и советую вам. Коробка ничего плохого вам за это не скажет. Поэтому все хорошо. Насчет роботизированных коробок, с которыми продавались другие автомобили, там EcoBoost 2-литровый продавался 2018 года, все равно комплект сцепления вам когда-то придется поменять. Тоже нет уже таких прям, я про рестовые, про последние года выпуска, 18-19, нету таких отвратительных проблем уже, что прям явные недоработки какие-то. Они ходят, они ездят, но нужно менять масло тоже в роботе. Комплект сцепления тоже когда-то сдохнет, тоже это робот, как DSG. 2-литровый EcoBoost. Вот это эпопея, потому что первые автомобили Fusion с Америки все славились вторым цилиндром. Варился поршень второго цилиндра, и хрен поймешь почему. 4 цилиндра, у кого 75 тысяч, у кого 100 тысяч, у кого-то даже меньше, там полтинник наезжали, у всех варился второй поршень. Но это больше 13-14 год касается. Дальше уже эта проблема ушла. Я снимал года 3 назад Lincoln МКЦ с таким же 2-литровым EcoBoost, там автомобиль был новый, 6 тысяч пробега, но уже на тех автомобилях эта проблема ушла. Если вы ищете 2-литровый EcoBoost 18-19 годов, в принципе, уже можно брать, 20 тем более. И здесь уже бояться нечего. Хорошее грамотное обслуживание и просто рассчитать, потянете вы его или нет. Цена на автомобиль тоже один из самых, даже главный аргумент. С 15 по 20 год смотрел автомобили. Получается 72 автомобиля у нас в продаже на данный момент, я не знаю, сколько будет потом. 12 800 самая дешевая на 1.6 дизеля, универсал бордового цвета на механике. Самые дорогие уже 18 год, 2-литровый дизель, либо 2-литровый EcoBoost. Там 2-литровый EcoBoost продавался на роботе за 100 тысяч километров пробега, не знаю, крученный, не крученный, но так оно есть, 24 тысячи долларов. Был 19 года 2-литровый EcoBoost на роботе, 38 тысяч километров пробега заявлено. 19 год, 4 года машине, почти 30-ка, там 29 чем-то. Поэтому 16 год, 16 штук, грубо говоря, получается так. По звуку работы двигателя, двигатель шумноватый, я его слышу достаточно отчетливо так. Он не грохотит, не глушит, но я его слышу достаточно отчетливо. Все, в принципе, 1.6, они все визжат погромче, чем 2-литровые. Но по удобству, по езде, достаточно высокая ручка КПП. Мне очень удобно, боковая поддержка, подлокотник очень удобно расположен. Я двумя пальцами, рычагом играюсь, мне очень комфортно здесь. Нет никаких просчетов. Может быть, да, у Peugeot было даже не так удобно, как здесь. Здесь, конечно же, проблем нет в этом. Да, машина хороша на низах, она достаточно резкая, на ней приятно ехать. Но 8-клоп, посмотрим, как будет вести себя еще на хороших оборотах уже. После 2000 все равно не так будет пулять, как 16-клоп. 16-клоп все равно тема уже на оборотах. Но, в принципе, по городу его предостаточно, его хватает. 60 набрала машина быстро и не напряг. Стыки проезжают хорошо, достаточно мягко, плавно. Что людей может раздражать в этой машине, так это, конечно же, клиренс. Машина низковата, другие конкуренты будут повыше. Конечно, многих это будет смущать. Но есть такая вот низкая моральная проходимость. Боишься цепануть там лежачий полицейский, ямы какие-то, вот выбоины конкретно. Уже можно днищем где-то зацепить пластмасски, уже так побаиваешься. Но это тоже дело нажимное. Можно машину задрать наверх. Это не проблема. По ходу, по комфорту, по работе ходовой. Так, по двигателю, если подытожить, все нормально. Идет хорошо, вот снизу
хорошо подпрыгивает за счет длинноходной поршневой. Я постоянно об этом говорю, и многие пишут: нафига ты это говоришь, зачем, кому это нужно? Это нужно меньше 10% из 100. Но люди понимают, многие пишут, говорят: я тебя понял, о чем ты. Вот когда вы любите, когда машина рвет снизу, о, 6-я Mazda, сейчас о ней поговорим. Когда вас рвет снизу, как будто вас за шкирку взяли, иди сюда, это вот резкость, только вот двигатель с длинноходной поршневой. У них, как я рассказывал на 4-м Mondeo, там 2-литровый дизель был, у них разгон до 100 одинаковый, что у B6, что у нее, но вот эти ощущения резкости, именно у кого более длинноходная поршневая, там больше кайфа в этом отношении. По ходовой, конечно же, там Peugeot может быть немного мягче, но где уже зубодробилка начинается, где уже пожестче кочки, выбоины, там вам уже будет менее комфортно. Она становится зубодробильной на такой дороге и достаточно некомфортная. Поэтому нужно учитывать регион, где вы живете. Я не говорю, что здесь этот автомобиль идеален. Это нужно и всей куче выбирать лидера для вашего региона, для ваших предпочтений. Вот Peugeot на такой вот идеально ровной дороге хорошо. Ну, она не идеальная, но она образцовая у нас, по крайней мере, скажем. Вот Fusion стоит белый. Он в белом классно смотрится машина. И на плохой дороге она становится уже зубодробильной. Поэтому учитывайте это. Тоже важный аргумент. По C5, ну, тоже гидропневму можно регулировать, но она дороже. Все равно, вот спереди Макферсон, сзади многорычажка, она все равно дешевле, чем обслуживать гидропневму. Но преимущество, вот, как владелец говорил, да, она не так клюет на лежачих полицейских, не тормозя, говорит, если лежачие полицейские пролетают. Но это тоже вам потом аукнется, вы ходовой все равно расплатитесь. Все равно нужно ходовую беречь в этом отношении. Машина мягкая все равно, я к чему веду. Мягкая, комфортная и, ну, приятно на ней ехать. Действительно серьезный аргумент в D-классе. Кому немцы не нравятся, там все остальное. Но внешним видом, комфортом, хорошим дизайном салона вы можете расплатиться обслуживанием. В том плане все равно, ребят, Passat'ов, вот Mazda 6 красивая, все-таки нравится, кашусь на них. И это прямой конкурент этой машины. Но B8 Passat'ов больше, все равно как ни крути. Будет больше аналогов по запчастям. Запчасти будут дешевле, их больше по количеству, больше будет выбор, больше возможностей сэкономить. Я вот к чему веду. Когда вот одна опора 300 евро, ГРМ тоже не дешевые, там сцепление, все обслуживание. Это тоже все не дешево. И по двигателям преимущество здесь то, что дизеля хорошая, надежная. У 6-й Mazda там дизеля уже сырые, я об этом на обзоре говорил. Там хороший вот Skyactiv, 2-литровый, 2.5 бензин. У нас был 2-литровым двигателем, он хорошо, я 160-170 пулял на нем, без проблем, отлично автомобиль едет. Кому нужен атмосферник, кто боится от экобустов, хотя экобусты 18-19 годов, они уже хороши, надежны, но репутация такая вещь, которая никуда не девается. И 1.4, 1.8 TFSI, ваговские тоже хороши, надежны, но тоже репутацию, что масложоры, все плохо, поэтому вот здесь преимущество у дизеля, ну и ваговские дизеля хороши, да все дизеля в принципе хороши, у них кроме 6-й Mazda, а у Camry дизеля не было. Придется искать Avensis, которого, кстати, не было на канале. Поэтому, если вам хочется бензиновый автомобиль, атмосферный, идете за 6-й Маздой. Если дизеля, в принципе, они все одинаково хороши. Если хочется вальнуть уже в V6, надежность, атмосферность и большую простоту и надежность, Camry 3.5, которую я снимал. Была и 40-ка с 3.5, и 55-ка с 3.5. Так что выбор за вами. Единственное, что раздражает, так это цена, потому что автомобили дороже стали, чем были пару лет назад. Это, конечно, огорчает. И я могу понять тех, кто может написать сейчас в комментах, что они столько не стоят и тому подобные крики души. Прекрасно могу понять, да. Это, конечно же, обидно. Да и Б-класс стартует уже почти от 20 тысяч долларов, так что о чем здесь говорить. Но машина хороша. И, кстати, о новом Б-классе. Действительно, сейчас рациональнее, логичнее, правильнее купить все равно такой автомобиль бушный, в хорошем состоянии, чем отдавать за новый переплачивать. Потому что, ну, Б-класс, который стоил, начинался от 11 500, я снимал 3-4 года назад автомобиль Б-класс, я весь новый, в 2020 году я весь Б-класс переснял. И они начинались от 11 500, а сейчас они 20 стартуют. Ну,
нет плохих машин, есть плохая цена. Цена на них сейчас плохая. А на этом все. Хороший автомобиль среди конкурентов, кому что-то не нравится, там французское, ваговское, там, не знаю, японское. Вот аргумент вам. Ford. Хорошая внешность у автомобиля, смотрится он все равно бомбовский, красивый. И по большому счету нужно выбирать уже 5-7-летние автомобили. В любом случае, исходя от состояния. Не то, что вам больше нравится, я считаю, а уже именно по состоянию. Комплектация, цена, двигатель, ну, проверка, общее состояние автомобиля в целом. Потому что все равно вот такие вот мелкие все равно скольчики, все равно начинаются, где-то уже жучки на каких-то машинах полезут, какой-то будет салон затерт. Ну и общего технического состояния. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, делайте репосты, расскажите о нас друзьям. Счастливо!